Привет, друзья! С вами Ух Ты Кухня. Впереди праздники, и сегодня моя подборка вкусных, простых и доступных тортиков. И я уверена, каждая хозяюшка найдет в этом видео что-нибудь подходящее для себя. Тортики на сковороде, в духовке, нежные сочные бисквиты, шоколадные вкусы, ванильные вкусы. Друзья, это вкусно, быстро и просто. Сохраняйте видео для себя, а я начну с бисквита. В миску вбиваю 6 яиц. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать с помощью миксера. К яйцам добавляю 180 граммов сахара. Также добавлю немножко ванильного сахара для вкуса. И продолжаю взбивать. Поднимаю венчики, делаю узор. Если узор растекается не слишком быстро, яйца взбиты идеально. Вот как в моем случае, друзья. На это мне понадобилось 10 минут. Взбитые яйца добавляю частями просеянную муку. Одну часть. Аккуратно все перемешиваю. Я это делаю венчиком в одну сторону. Вот так вот, друзья, аккуратно потряхивая. Вторую часть муки. Масса очень нежная, воздушная. У меня форма 28 сантиметров. Если нужен бисквит меньшего количества, тогда уменьшаем ингредиенты. На одно яйцо 30 граммов сахара и 30 граммов муки. Все довольно просто. Выкладываем тесто. Вы посмотрите, какое оно нежное, воздушное. Чтобы корж получился ровным и красивым, деревянной шпажкой делаю вот такие вот круговые движения. Ставлю в хорошо разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Духовку во время выпекания бисквита не открываю. Это очень важно, ребят. Бисквит провел в духовке 40 минут. Готовность обязательно проверяю деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Вынимаю, не терпится мне уже. Та-да-да-да-та-да! Смотрим, какой красавчик. Остужаю на решетке. Когда бисквит отлежался ночку, достаю его, ребята. Сейчас разрежу его на 3 коржа. Оп. Посмотрите, какой он красивый. Я всегда так радуюсь этому звуку, как ребенок, честное слово. Очень красивый. Бисквит я буду пропитывать сиропом. 200 мл молока и 75 граммов сахара. Закипятила, немного остудила. Поливаю. Коржи уберу в сторонку и займусь кремом. Для этого мне понадобится, друзья, 500 граммов творога. У меня 5% жирности. Сюда добавляю 1 банку вареного сгущенного молока или ириску. Давай, вываливайся. И сейчас с помощью блендера все измельчаю. Вот что получается. Однородная, гладкая, блестящая консистенция. Я бы даже еще лимончика подбавила. Пару ложечек крема оставлю для украшения торта. Буду смазывать бока. Вот так вот, ребят, я думаю, достаточно. Собираю торт. Я буду делать это с помощью кольца. Крем визуально, друзья, делю на 3 части. Отправляю 1 часть. Распределяю. Сверху выкладываю 2 корж. И снова часть крема. И заключительный корж. Прижимаю немного. И выкладываю оставшийся крем. Красиво, равномерно распределяю. Так как это у меня будет верхушечка, я ее такой и оставлю. Крем очень хорошо застывает. Я думаю, все будет окей. Торт накрываю тарелкой и убираю в холодильник. На ночь пусть пропитывается. Торт получается в меру сладким, очень сочным, нежным. Порадуйте своих родных и близких, ведь впереди еще очень много праздников. Сегодня хочу поделиться простейшим тортиком на сковороде. Какой же я получила восторг от этого рецепта. Пекла мужу на день рождения. Во-первых, проще простого, а во-вторых, вкус потрясающий. А начну я из заварного крема. Для этого 500 мл молока вливаю в кастрюльку, зажигаю огонь, пусть греется. В миску вливаю 2 яйца, сюда же 80 граммов сахара, ванильный сахар по вкусу, у меня 10 граммов. Все хорошо взбалтываю. Сильно долго взбалтывать не нужно, лишь бы все перемешалось. И сейчас в яичную смесь добавляю 50 граммов крахмала. У меня картофельный, в идеале, конечно, друзья, кукурузный. Снова все перемешиваю, чтобы не было комочков. Какие-то пару секунд и готово. Вот такая
смесь получается. Ну что, поехали, Сережка. Итак, молоко нагрелось. И сейчас, друзья, тонкой струйкой вливаю яичную смесь, при этом интенсивно размешиваю. Вот так вот. Все происходит очень быстро. Все вот это тоже вот сюда, до единой капельки. И теперь, постоянно помешивая, довожу до кипения. Крем очень быстро густеет, я думаю, это видно. Так, сейчас покажу вам бульбашки. Пошли? О, видите? Вот, когда начались бульбы, отсчитываю примерно 30-40 секунд. Крахмал должен хорошо завариться. Тогда крем получится вкусный, без вот этой вот нотки сырости. Еще немного. Смотрите, какой гладкий, красивый. Красота? Красота. Тра-та-та. Все, хозяюшки, отключаю нагрев. Еще пару раз взбодрю. И оставляю, чтобы он остыл. Венчик не убираю, чтобы не накрывать пленкой. Время от времени буду вот так вот его перемешивать. Он тогда быстро остынет. Ставьте лайки, друзья. А я разбиваю в миску одно яйцо. Пол чайной ложечки соли. Хозяюшки, обязательно положите соль. Для хорошего баланса просто идеально. 1 столовая ложка растительного масла сюда же. Взбалтываю венчиком. Сильно долго не нужно, просто чтобы оно взбодрилось. И сюда добавляю 250 мл сгущенного молока. Я это делаю уже на глаз, потому как торт пеку этот. Который раз, Сережка, уже? 3-й или 4-й, да? 4-й раз пеку уже этот торт, поэтому все уже делаю на глаз. Да, 250 граммов. Та сгущенка, которая осталась, пойдет в крем. А может я съем? Нет, Сережка, пойдет в крем. Ой. Так, перемешиваю. Все, венчик убираю. Теперь мука. У меня здесь 300 граммов. Добавляю 5 граммов разрыхлителя. Немножко перемешиваю верхушечку, потому как мука может уйти не вся, каждый раз по-разному. Это то, о чем я всегда говорю, хозяюшки. Вводим постепенно. Сначала большую часть, конечно же, как раз она с разрыхлителем уйдет. Ну и все, замешиваю тесто. Ух, надо крем помешать. Перемешиваю, чтобы не образовалась пленочка. Ой, дружные мы с тобой, Сережка. Ах, какой гладенький, красивый. Так, перехожу на руки. Неудобно мне уже этой вилкой. И замешиваю. Ну, тут все как обычно. Нужно замесить эластичное мягкое тесто, не липнущее к рукам. Присыпаю стол. Выкладываю тесто. И еще немножко его помесим. Вот какое тесто получается. Мягкое, не липнущее к рукам. Все, тесто готово. Не надо ничего ждать. Начинаем. Сковородка на огонь. Делаю нагрев чуть ниже среднего. Пусть греется. Хозяюшки, стол присыпаю немножко мукой. И будем делить тесто. У меня всегда получается по-разному. 7-8 коржей. На глазик. На правый или левый. Опа, есть. Присыпаю мукой. Откладываю в стороночку. Прикрою их полотенцем, чтобы они не заветривались. А одну часть раскатываю. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров. Ну что, поехали? Ну, примерно вот такая толщина коржа. Меньше не рекомендую, замучаетесь его отдирать от стола. Беру подходящую тарелку, прикладываю и обрезаю края. Сильно ровно не обрезаю, потому как он немножко еще, как это правильно сказать, сузится. Все, готовый корж беру и выкладываю на разогретую сухую сковороду. Поправляю. Накрываю крышкой и пеку примерно 1 минутку. Не забываем, хозяюшки, протирать крышечку от конденсата, чтобы коржи были сухими. Ну что, переворачиваю. Опа. Пупырышку прямо. Вау, Да, красивый. посмотрите, какой красивый. И еще 30-40 секунд. Опа. Вау, Да. какая красота. Красота, тра-та-та. Выкладываю. Все, сковородку убираю, пусть коржи остывают. Могу продолжить с кремом. В миску выкладываю 200 граммов сливочного масла. Оно у меня мягкое, комнатной температуры. Я его заранее достала. С помощью миксера хорошо его взбиваю. Пышную белую массу. Когда масло стало вот такое вот воздушное, нежное, тонкой струйкой вливаю сгущенное молоко и продолжаю взбивать. Когда сгущенное молоко вмешалось, начинаю добавлять частями заварную часть. Вот так вот беру сюда и вмешиваю. Постепенно. Да.
Фух, миксер заморился. А, какой крем воздушный, да? Все, друзья, готово. Убираю венчики. Остав пооблизывать. Да я же знаю такое. Осталось собрать торт. Ну что, поехали. Я это буду делать на досточке. Немножко крема. Приклеить. Да. Форма. Ну что вы тут, коржики вы мои. Какие красивые, да? Как солнышки. Да-да. Все, первый пошел. Хорошую ложку крема. Побольше можно. Сережка. Кто поймет, тот поймет. Конечно. Так, ну и на верхушечку. Ой, красота. Как раз крема идеально, просто Вот идеально. видишь, а ты говорила. Ну да. Ой, красота. Ну что, друзья, ставьте лайки, а я торт накрываю пленкой. Вот так вот. И ставлю в холодильник. Поехали. Вау. Да, друзья, это не только красиво, а это еще и вкусно. Так что с полной уверенностью рекомендую. Делюсь своим фирменным рецептом. 30 минут и все готово. В миску вбиваю 3 яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Такой смайлик. А я добавляю к яйцам 150 граммов сахара, пол чайной ложки соли и сразу же добавлю граммов 5 ванильного сахара. Нужно все это дело взбить в пышную пену. Когда масса посветлела, увеличилась в объеме, достаточно. Миксер далеко не убираем. И сейчас, друзья, берем чашку кефира любой жирности. Можно взять сметану, можно йогурт. Главное, чтобы было кисломолочное. И размешиваю в нем чайную ложку с небольшой горочкой соды. Здесь нужно быть осторожным, так как сода вступает в реакцию и масса начинает бушевать. Чтобы это все не вылетело, я это всегда делаю вот так вот над мисочкой. Я думаю, видно, да, уже начинает идти реакция. Ну и все, вливаю в яичную смесь. Красота! Сюда же добавляю 4 столовые ложки растительного масла и перемешиваю миксером на самых низких оборотах. Совсем чуть-чуть. Ну и все. Осталось дело за мукой. 240 граммов муки, обязательно просеянной, ввожу и снова все перемешиваю миксером на самых низких оборотах. Подбираю со стеночек. Ну вот и все. Вот такое тесто получается, как жидкая сметана. Тесто готово. Сковородку на огонь. Очень важно, ребята, чтобы она хорошо нагрелась. Не горела, а нагрелась. А этим временем я разделю тесто на 3 части. Я уже знаю, что здесь примерно у меня получится 3 части по 330-350 граммов. Я очень часто пеку этот тортик, поэтому с полной уверенностью вам могу об этом сказать. Сюда и сюда. Ну, плюс-минус, как говорится, на глазик. На левый или на правый. И сейчас, ребята, я в одну часть добавлю столовую ложку изюма. Я его заранее промыла, обсушила. В эту часть я добавляю столовую ложку мака. А в эту часть я добавлю столовую ложку жареных рубленых орешков, грецких. Ну вот, все перемешиваю. Сковородка. Ее нужно смазать небольшим количеством растительного масла. Я это делаю вот так вот, кисточкой. Когда сковорода нагрелась, делаю минимальный нагрев. Ну, примерно вот так. И выливаю первую часть теста. Можно немножечко покрутить сковородку, чтобы равномерно распределилась. Накрываю крышкой и пеку 8-10 минут. Когда под крышкой собирается конденсат, рекомендую его вытирать. Но еще допекаем. Эти коржи переворачивать не нужно. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Или просто вот так вот при нажатии пальчиком тесто не липнет. Уже видно, что оно приготовилось. Снимаю корж и остужаю на решетке. Пока пекутся коржи, быстренько сделаю крем. Это один из моих любимых. Его не нужно ни варить, ни взбивать. Его нужно только взять, перекласть в миску, добавить к нему вареное сгущенное молоко, кто-то уже надъел. И все измельчаю с помощью погружного блендера. Готово. Вот какой крем получается. Ну что, собираем торт. Беру форму 20 сантиметров в диаметре и вырезаю кружки. Обрезки у меня пойдут на украшение. Или я съем. Так, это на украшение. Запомнил? Да. Сюда положи. Я поняла. Посмотрите, какой он красивый в серединке. Пористый, в дырочку. Оп, тарелка, форма. Выкладываю в серединку ореховый корж. Крем визуально делю на 3 части. Выкладываю и распределяю.
Так вот щедро, с маком. Немножко прижимаю крем. Ну и выкладываю корж с изюмом. Посмотрите, какие они красивые на обратной сторонке. Переверну его. И выкладываю оставшийся крем. Красота! Красота. Так, накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 3-4 часика, чтобы он пропитался. Торт у нас сегодня для звезды, поэтому добавлю звездочек. Ставьте лайки, друзья. Покажу, какой же он красивый. Он очень мягкий. Я думаю, видно, как хорошо идет нож. Оп! Вау. Ну как там красиво? Очень. Очень. Вот такая красота, друзья, получилась. Простой тортик на сковороде. Он мягкий, ароматный, в нем очень много вкуса. Я думаю, вы понимаете, здесь 3 разных коржа. Еще больше рецептов тортов вы найдете на нашем канале. А чтобы это было быстро, ссылочки я все оставлю в первом закрепленном комментарии. С наступающим всех, друзья!